Здравствуйте! Сегодня мы устанавливаем локальную разновидность Git Forheho на Ubuntu сервер. Адрес самого проекта в интернете https://forheho.org. Начнем с обновления системы sudo apt update и sudo apt upgrade -y и установки зависимостей sudo apt install git git lfs curl wget тоже -y. Создаем системного пользователя Git, sudo add user, и далее ключи. Немного по поводу команды используемых ключей. Но sudo запускает команду от имени суперпользователя, от рута. Далее следует команда add user, разновидность user-add, как ни странно. --system. Создаваемый пользователь будет системным, без срока действия пароля и не будет входить в список пользователей людей. --shell и binbash какой. Устанавливает оболочку для пользователя. Здесь это, естественно, bash, это Ubuntu сервер. --geckos заполняет поле geckos. Это полное имя и комментарий о пользователе. И далее в кавычках само значение. --group создает группу с тем же именем, что и пользователь, и добавляет пользователя в нее. --disable password создает пользователя без пароля, то есть нельзя зайти по паролю, что подходит для сервисов. --home, соответственно, с путем home-git явно указывает домашнюю директорию пользователя. И финальное git в команде — это просто имя создаваемого пользователя. Итого у нас создается системный пользователь Git с домашней папкой home-git, с оболочкой bash и группой git, без возможности входа по паролю, для безопасного использования в Git-сервере. Далее переходим в папку всего временного. Оказавшись здесь, скачиваем последнюю версию Forheho. Проверить актуальность можно по адресу https://forheho.org. Download. Скачиваем при помощи следующей команды. Пробел в команде есть после wget. Под видео все команды продублированы в описании. Копируем и делаем исполняемым. Также создаем необходимые папки с требуемыми правами для пользователя Git. Скачиваем systemd сервис. Активируем, запускаем и убеждаемся. На стадии активации возникает типичная ошибка первого запуска Forheho. Сервис падает по тайм-ауту, потому что Forheho на старте запускает веб-установщик, который может думать дольше, чем systemd по умолчанию ждет. На самом деле ничего страшного, все заработало. Сейчас мы это проверим, выяснив статус.
Запрашиваем статус и убеждаемся, что все в порядке. Все работает. Ура!